Людмила Голдин, Григорий Борисович и Сергей Красильников. Огромное вам спасибо за поддержку. Огромное вам спасибо за поддержку. Благодаря всем вам, ребята, я собрал нужную сумму. Этого должно хватить. Поэтому да, и сегодня будет новый перевод. Ну и давайте же начнем. Кстати, я подготовил очень много. Я подготовил список с реакциями, которые я должен перевести. Их очень много. Поэтому даст Бог, в этот месяц и в следующий месяц и в следующий месяц переводы будут через каждый день. Да, начнем. Hey, как дела, ребята? Я вернулась. Это канал Vocals by Catherine. Меня зовут Кэтрин, и я учитель по вокалу. И к кому мне лучше вернуться с реакцией, чем к Димашу? И эту песню вы у меня просили много раз. Песня «Незабываемый день», в частности, в Гакку. И давайте больше не будем тянуть время и послушаем Димаша с песней «Незабываемый день» в Гакку. Я нервничаю. Bir көргенмен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды. Gorgeous. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Ну вы же знаете, что моя самая любимая вещь насчет Димаша — это то, что он умеет создавать арку, то есть историю. Когда мы поем, мы не только поем, мы рассказываем историю, мы что-то создаем. И Димаш почти всегда начинает очень-очень-очень тихо. И это можно увидеть в его теле, в том, как он поет. И это не значит, что это неинтересно. Я лично обожаю такие моменты в песне. И мне нравится, когда он так начинает песню. И это дает ему возможность куда-то расти. И это вас завлекает, как будто бы кто-то шепчет вам в ухо. И все это завлекает слушателя и подготавливает его для того, что ждет его в будущем в песне. Ну и давайте посмотрим, куда же он нас унесет. Nice vibrato. Ой, какая улыбка. I love that little flip. Did you hear that? Yes. И мы до сих пор находимся в более тихом, в более на придыхании зоне. Его выступление постоянно прогрессирует. Вы можете заметить, как его тело начало открываться. Он начал добавлять маленькие детали, например, как тот флип, который мы услышали. Мы слышим больше вибрато, и что еще важнее, мы слышим, что он как артист начал раскрывать историю. Наш поезд начинает двигаться, и мне нравится, что он не спешит и готовится к большим моментам. И зная Димаша, я знаю, что в этой песне будут большие моменты. Gorgeous. А вот и вес в его голосе. Gorgeous.
Вот видите, певец, который обращает меньше внимания на маленькие детали в песне, спел бы сейчас со своим полным грудным голосом, с таким весом, но и Димаш дал нам этот вес, но совсем немножечко. Он дает нам эту страсть по кусочкам, в очень маленьких порциях. Он начинает медленно поднимать громкость. Он постепенно начинает нам раскрывать способности своего голоса. И все звучит идеально, как и всегда, как мы уже привыкли от него ожидать. And now kind of pulling back. I love it. Ah, he almost whispered that. Gorgeous pitch. Ah, here we go. Gorgeous. И мне нравится, когда он показывает нам свою очень и очень красивую технику пения оперы, где он поет с большим открытым ртом. Можно услышать, как он резонирует по всему своему телу. Мы слышим этот теплый, богатый и очень глубокий тон, который может резать даже без микрофона. И это идеальный оперный тон. Ну и, конечно же, он добавляет немного современности к нему. И мне всегда это нравится. Gorgeous resonance. Hear that round tone I'm talking about? Like the stage too. Interesting. Such a performer. Его наушники. Сейчас что-то будет. Я нервничаю. Да, и теперь мы слышим поп-белтинговую технику. И мне это нравится, потому что мы слышим это в каждой его песне. Послушайте мою прекрасную оперную технику. И послушайте мой попсовый белтинг, который звучит как волосатый рок из 80-х. Весь этот звук резонирует в маске вот тут. Это и придает звуку такое блестящее и острое качество. И мне нравится то, что он показывает нам самые разные техники в своих песнях. Это великолепно. Ну, как бы у меня в уме одно слово, и это контроль. Мы же все знаем, что для него петь такое, это очень легко, потому что он очень много практикуется. Для него это как прогулка в парке, но он специально делает лицо, как будто это очень сложно. Пение и должно быть таким. Вы должны чувствовать легкость, но делать вид, что это сложно, чтобы все в толпе думали: блин, наверное, это так сложно. Просто великолепно. Его тон, его ноты и контроль феноменально. И мы снова вернулись в оперу. Gorgeous. Yes. He's loving it. He's having a great time. See that opera mouth? Думаю, мой чайник закипел. Oh my goodness gracious, I can't with this man. Ну, как бы это естественно, что он покажет нам свой свистковый регистр, который звучит как кипящий чайник. И эта нота идеальна. Я впечатлена, да, но я не удивлена. Свистковая нота — это очень маленькое закрытие голосовых связок. И мы уже знаем, что Димаш и его голосовые связки — это одно целое. И у него самый безумный контроль, и он делает с ними все, что захочет. И это был блестящий пример. И снова же, для него это очередная среда. Он сможет сделать это в любой момент, потому что его вокальные связки, они мощные, они гибкие, и он находится с ними в гармонии со своим инструментом. В итоге мы получаем вот такие вот моменты, и это невероятно.
back to a delicate moment. An opera bell. Gorgeous. Үлкен рахмет! Я не знаю, что он только что сказал. I mean, Фишка в Димаша в том, что он всегда будет как бы в зоне. Он всегда будет начеку, как артист, и поэтому именно это его выступление было восхитительным. Он никогда не думает наперед, ой, что же я буду петь, и как я это буду петь. Он всегда сфокусирован, он всегда в моменте. Он позволил песне выразить себя через его голос. Он знает, что означает песня и что означает его артистизм. А на этом мой перевод заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.